Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобили. Сегодня в работе Opel Vectra C, 2005 год выпуска, 1.9 CDTI. Клиент приехал с проблемой на посторонние звуки при выжиме педали сцепления, когда педаль отпущена на нейтралочке. Такие громкие звуки, возникающие с такой периодичностью. Два предположения: это или маховик, или сама коробка. Сейчас будем в любом случае снимать коробку, разбираться, в чем дело, искать и устранять эту неисправность. Как всегда, будет все подробно, детально, пошагово показано, описано, рассказано. Все покажу, расскажу. Если видео вам понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, выкладывайте ролик в социальные сети. Погоним к разборке. Если получится, сейчас на видео покажу и запишу тот звук, то, что не нравилось клиенту, а так, конечно, гоним к разборке. Ну вот пробег у нас на данном автомобиле почти 170 тысяч. Нажмем педальку. Не знаю, вот слышно на видео, не будет, не слышно, не знаю. Попробуем из-под капота послушать, что у нас там. Ну вот слышно такие прям удары. Но это очень похоже на маховик развалившийся, который во время вращения дисбаланс вызывает. Вот эти вот удары постоянные. Вот эти звуки, это вот удары одной части маховика, а другую. Вот как молотком постоянно слышно. Ну что, погоним к разборке. Разборку будем начинать сверху. Нам в любом случае надо добраться до верхней опоры коробки передач, чтобы ее открутить и приопустить коробку вниз. Ну, начнем вверх, все по максимуму сделаем, потом перейдем к низу. Итак, для начала крышечку подняли. Ее можно выщелкнуть, она тут легко все выщелкивается. И снимаем аккумулятор, две клеммы и там болт головка на 13. Зажим убираем, аккумулятор демонтируем. Поехали. Далее необходимо снять саму площадку, на которой стоит аккумулятор. Тоже видны три болта под головку на 13. Единственное, что у нас здесь крепится еще вот шланг обратки. Его выщелкиваем. Обратки на бачок идет. Здесь какой-то еще блок управления висит. Его просто вверх поднимаем из посадочных. Также пока опустим вниз. Так, вроде больше здесь ничего не крепится. Ну и видно, у нас вот здесь провода проходят через защиту, через это вот крепление какое-то здесь сделано. Сейчас будем смотреть, честно говоря. Пока не знаю, как оно выщелкивается. Открутим три болта, будем поднимать, смотреть, как здесь будет нам лучше и удобнее. Там еще какой-то массовый провод снизу. Ну, сейчас посмотрим, что нам еще придется, может, открутить что-то. Ну вот, как бы чуть-чуть ясно стало. У нас вот защелочка есть такая. И эта часть отдельно съемная. Вот так. В принципе, там защелочку, язычок сверху надавили. Часть вот эту вот боковую сняли. Теперь можно крепление проводов достать в сторону и убрать посадочное под аккумулятор.
Убрали пластик, как видно, тут довольно много места, будет не очень тяжело разбираться все сверху. Приступим потихоньку. Для начала выщелкнем тросы привода кулисы с яблок, аккуратненько отверточкой, с одной стороны, со второй, так, чтобы у нас ничего здесь не сломалось. И после их достанем из посадочного. Они здесь достаются так, ну, относительно легко. Единственное, надо знать, что их крепление выглядит как бы страсъем. На вот эту верхнюю часть необходимо оттянуть вниз, вот она ходит. И трос достать. Одной рукой мне это вряд ли получится, хотя вот они не плотно сидят, получается, в принципе. Но удобнее, конечно, когда сначала здесь выщелкнуть из яблока, потом доставать. То же самое со вторым. Сначала выщелкиваем, потом достаем. Кулиса. И второе, что хочу сделать сразу, это снять стопорочек вот у нас и достать шланг, который идет на рабочий цилиндр сцепления. Стопорок у нас быстросъем такой. Мы его достаем в сторону. Он у нас полностью не выщелкнет. Вот такие усики видны на нем. Он дойдет здесь до упора и снизу тоже. Шланг достали. На шланг одели какую-нибудь заглушечку, чтобы у нас тормозуха не капала. Поехали. Со шлангом и с кулисой мы разобрались. Что еще хочу тут сделать? У нас крепление коробки к двигателю спрятано, именно болты, вот за этим вот жгутом. Жгут видно, почему-то уже висит на каких-то пластиковых вот этих хомутиках. Уже что-то тут колдовали, делали. Сейчас попробую вывести это в сторону. Естественно, откушу хомутик здесь, вон тот тоже попробую приподнять, потому что у нас один из таких не очень удобных болтов прямо за корпусом кулисы находится. Возможно, надо будет снять корпус кулисы. Он здесь, в принципе, легко снимается, проблем нет. Ну, посмотрим. Может, и не надо будет. Может, так доберемся. В общем, сейчас хомутики раскусываем, смотрим, до чего мы там можем добраться или до чего не можем. Ну вот жгут у меня тут достать никак не получается, а сделать это надо обязательно. Что буду делать? Попробую убрать вот эти вот трубки. Ну не то что убрать, их открутить как минимум. Для начала два шланга вот из крепления достану, которые идут на печку. Попробую поднять их вверх, если получится. Раз, два. Вот, кстати, обратите внимание на шланг один из, который идет на печку. Видите, он протерт. Его надо обязательно поменять. Протерт, потому что что-то неправильно уложено было. Где-то вот трет, ну такого быть не должно. С одной стороны, вот, ну, шланг менять по-любому, антифриз сливать, но пробуем пока без слития антифриза все разобрать. Итак, я хочу убрать вот эту вот, раз трубка металлическая идет, видно, да, которая нам мешает приподнять жгут, вот сам корпус пластиковый тот. И вот потом там уже две идут. У нас вот здесь вот раз крепление снизу стоит. И два крепления, два болтика, вернее, две гаечки. И две гаечки у нас вот здесь стоят внизу. Их надо будет открутить. Ну, посмотрим, что получится. Может, это там чуть-чуть хотя бы приподнять, чтобы провести сам жгут между кулисой и этими вот трубками-шлангами. Посмотрим, что получится.
Ну, вот, как-то так. В итоге жгут я вывел. Честно говоря, даже не знаю, правильно он был уложен или нет, но не скажу, потому что первый раз здесь произвожу работу такую, поэтому даже не знаю. В общем, жгут достали, это самое главное. Да, кстати, я не сказал предварительно, я еще тут датчик вернее, штекер датчика включения огней заднего хода снял снизу. Ну, просто рукой отсюда сверху, он пониже стоит. Вот, если бы не снял, жгут бы имел меньше хода, поэтому не смог бы достать. Но достали, и уже хорошо, на самом деле. В принципе, можно, как видите, без слития антифриза это все сделать. Надеюсь, вам не будет так тяжело. На этом пока на данном этапе приостановим разборку по верху, вывешиваем автомобиль и переходим к низу. Если не будет возможности пневмоинструментом, допустим, открутить центральную ступичную гайку уже на вывешенном автомобиле, не забывайте, пока колеса стоят, отжимаем гаечку при помощи воротка. А я перейду уже непосредственно к разбору по низу. Первое, что сделаем, снимем здесь защиту двигателя. Она у нас пластиковая, у нас по саморезам здесь вот раз, с противоположной стороны два, именно крепление к лонжеронам, к кузову вертикально. И остальные у нас саморезики снизу. Откручиваем все и защитку убираем. Защитку демонтировали. Вот здесь вот у нас снизу бампер также крепится к подрамнику, также саморезиками. 4 самореза. Их нам необходимо также открутить, потому что подрамник придется целиком снимать. Как я уже говорил, нам придется полностью снять подрамник для снятия коробки передач. И, как видно, у нас снятию подрамника мешает глушитель. Глушитель будем снимать, я думаю, целиком. Так будет проще, не боясь что-то поломать, какие-то крепления. Здесь приемная труба у нас крепится 3 гаечками. Откручиваем их. Ну, я уже датчикой залил, пускай откисают. У нас кронштейн к коробке передач. Откручиваем просто 2 болта под головку, тут 17, по-моему. Далее. Видите, я попробовал здесь открутить, ничего не крутится. Здесь придется потом вываривать или выбивать что-то, смотреть. Но дело не в этом. Далее у нас идет ДПФ-фильтр. К нему идут металлические там трубки. Вот здесь шланжики. Шланжики снимем. Тут, в принципе, стандарт. Такие самозажимные, пружинные хомутики сжали. И там помогли аккуратненько пассатижами, отверточкой шланги сняли. Их не перепутаешь, они разного диаметра, никаких проблем нет. Плюс у нас еще тут идет датчик. Проводка идет. Вот у нас как-то заведена тут и пошла туда вверх. Но это там мы потом опустим автомобиль, когда здесь все подготовим, и штыки разъединим сверху. И уже тут мелочевки остались. Подушки. Здесь можно открутить болты крепления от кузова, с подушек не снимать. Ну и там уже дальше видно все. Просто везде снять необходимо подушки. Ну что ж, глушитель у нас пошел без особых проблем со стороны приемной трубы. Со всех подушек я снял. Мне осталось только вот здесь планочку открутить, на которой держится глушитель на подушках. И сзади, на задней банке, я оставил одну подушку,
чтобы он у меня не болтался совсем. Шланжики снял, как говорил, без особых проблем. Но сейчас надо будет опустить автомобиль, чтобы, как я говорил, рассоединить штекер от датчика и вывести провод вниз. Плюс еще, обратите внимание, у нас пакет радиаторов стоит вот на таких как бы проставках, которые прикручены к подрамнику. Естественно, подрамник будем снимать, у нас радиаторы повиснут. Опять же, их надо будет подвязать сверху. Сейчас посмотрим как. Ну, в любом случае мы их подвяжем, чтобы они у нас не болтались на шлангах, на проводке, когда мы снимем подрамник. Но вроде бы пока на этом этапе снова переходим к верху. Чтобы нам удобнее было добираться до разъема, для начала открутим и демонтируем декоративную накладку двигателя. Откручиваем 2 болта, торг 130, снимаем накладочку. Ну и теперь можем поискать наш штекер, наш разъем. Вот он идет снизу. И опять же хомутиком кто-то его уже сюда присобачил. Попробуем снять. На штекере у нас вот эта вот синяя часть, это как бы стопорный механизм. Его необходимо чуть-чуть вытянуть в сторону снятия штекера. И после уже нажать на язычок и рассоединить данное соединение, данный штекер. Совсем там не хочет ничего у меня рассоединяться, сниматься. Попробуем здесь просто приподнять язычок и снять штекер. Но вот так получше. Почему не выходил? Когда он в клине был. Совсем ни туда, ни сюда не шел. Итак, провод у нас уходит вниз. Теперь перейдем к радиаторам. По радиаторам у нас тут слева по ходу движения тут еще есть место, как подвязаться. У нас и можно за патрубок, но именно за вывод патрубка слегка. И здесь вот у нас какой-то кронштейнчик имеется сквозной. Можно через него хомутами сюда кверху, к поперечине подвязаться. Тут еще по левой стороне неплохо. Но по правой, видите, там вообще нет доступа ни к чему. Я вижу выход только попробовать подвязаться к диффузору, к корпусам вентиляторов и как-то закрепить кверху. Посмотрим. Сейчас закреплю, покажу, как я в итоге сделал. Ну вот, в итоге я вот так закрепил. Слева по ходу движения, там снизу вот такой кронштейнчик с отверстием. И вот здесь посередине закрепил за корпус вентиляторов. Думаю, этих 2 точек крепления будет достаточно, чтобы радиаторы остались висеть. Пока поднимаем автомобиль снова вверх, опять возвращаемся к низу, к подвеске. Первым делом, конечно, снимем глушитель до конца уже. С глушителем закончили. Переходим к разбору подвески. Показывать буду все на примере одной стороны, в данном случае левой, но, естественно, выполняем эти же операции и с противоположной стороны. Первое, что нам сделать надо, раскручиваем шрус, кто еще не раскрутил, и пробуем, смотрим, выбиваем, выходит ли у нас шрус со шлицевого соединения. По резьбе не бьем,
видно, есть такое как бы отверстие. У кого есть наставочка, у кого нет, взяли толстый болт, обточили конусом, установили сюда, по болту бьем. Только так, чтобы не заплескать резьбу. Потому что заплескаете, потом будете плеваться, когда будете наживлять гайку. А таких метчиков в гараже или там на СТО вряд ли бывают. Это очень большие метчики. Далее. Рулевой наконечник раскрутили, выбили. Стойку стабилизатора или сверху, или снизу. В данном случае проще снизу. Также раскрутили. Я не знаю, тут есть у нас спилы? Нету. Возможно, не спилов тут нет. Ничего нет. Посмотрим, надеюсь, раскрутится. Бывают варианты, что приходится срезать. И останется нам шаровая опора. Тут сквозной болт. Тут ешечка Е14. Тут 16-я головочка. Раскрутили, выбили. И опять же шаровую демонтировали. Все, эти операции с двух сторон производим по подвесочке. Подвеской закончили с двух сторон, все разобрано. Здесь, видите, я делал пластиковые пыльники, такие чехлы защитные. Ну, это обычно с рычагами новыми идут. Просто одел, чтобы не повредились у меня пыльнички резиновые на шаровых. Что дальше? Далее перейдем к опорам нижним. Открутим здесь. Опора у нас болт Е16. Здесь гаечка на 18, и потом здесь 2 16 болта. Откусим, полностью опору снимем. Это передняя нижняя. Задняя нижняя. Мы открутим также болт. И оставшихся вот здесь 3 кронштейна берем. Опора останется на подрамнике. Поехали. Ну вот, в принципе, все. Почти уже можем снять подрамник. Единственное, осталось 2 небольших вопросика. Во-первых, смотрите, видите, у нас идет жгут по подрамнику. Это у нас идут силовые провода плюс-минус с самих клемм прямо на рейку. Это именно провода, которые питают электронасос на рейке. Также сюда на электронасос у нас идет вот штекер управления. Мы его попробуем сейчас снять, надеюсь, мне получится, потому что его в любом случае надо снять. Чуть-чуть неудобно, сейчас поможем чуть, наверное, отверточкой и снимем его. Отлично. Штекер сняли, сейчас поднимемся. Вернее, ну да, опустим автомобиль, сами поднимемся, достанем штекер на проводе, чтобы он здесь нам не мешал. Что по проводам вот этим вот плюсовым? Их можно не отсоединять от подрамника. Они вот здесь идут из наружной части и вот выходят. Единственное, здесь из посадочного достанем. И сейчас опять же опустим автомобиль, сверху от плюс-минус от клемм отсоединим, и все, и вместе с проводом, с рейкой будем снимать подрамник. И второй вопросик. Это у нас по рейке. По рейке нам необходимо отсоединить вал от рейки. Вот у нас виден здесь болт. Сейчас опустим, может удобнее будет разгрузить салон, посмотрим. Если нет, то отсюда уже. Штекер поднял я вот сюда наверх, завел, чтобы никуда он нам не падал, не мешал. Далее по проводам.
Вот у нас идет жгут. Идет вот на минус один провод. И плюсовой, вот он идет сюда. Сейчас их рассоединим. И по рейке оставшийся вопрос у нас только здесь. Более-менее удобно. И салона я посмотрел, там ничего не видно. Тут, если присмотреться, видно, что только в одном положении ставится. Вал соединяется с рейкой. Сейчас мы что сделаем? Достанем ключи из замка зажигания, чтобы заблокировался руль, чтобы он не проворачивался влево-вправо. Здесь открутим болт, вот этот сквозной, под головку 13, и аккуратненько снимем, стянем вал, карданчик этот с вала рулевой рейки. И снова поднимем и уже будем снимать подрамник. С карданчиком все без проблем получилось. Вывешиваем автомобиль, снимаем подрамник наконец-то. Подрамник у нас крепится 4 болтами основными. Вот раз спереди, 2, сзади 3 и 4. Плюс видно у нас такие еще распорные планочки, также по болту. Это все под головку Е18 у нас. И для удобства снятия открутим вот эти вот алюминиевые проставочки, на которых стоит пакет радиаторов. Здесь у нас головка Е14. Открутили, сняли их и потом снимаем весь подрамник. Подрамник демонтировали, теперь сольем масло с коробки. Вот у нас сливная пробочка под 10-й шестигранник. И достанем полуось. Здесь просто выщелкнем левую, без проблем выйдет. И здесь открутим раз, два, и там повыше 3 болта под головку Е12. И также выбьем полуось, снимем ее из посадочного, достанем. Поехали. Полуоси сняли, теперь перейдем к стартеру, снимем его полностью, также отсоединим все провода, ну и полностью демонтируем, чтобы он нам не мешал. Для начала массу открутим, гаечкой крепится, и плюсовой провод также гаечкой под головку на 13. Открутили, можем поднять вверх их. Здесь еще не дает, видите, идет на втягивающий проводочек, вот он виден, и он прикручен здесь гаечкой также под головку на 10. А теперь попробуем повыше жгут поднять, чтобы нам не мешал. Это вот тот жгут, который мы рассоединяли. Мы его, наверное, потом будем устанавливать. Сначала установим жгут, а потом уже подрамник будем. Но, как говорится, не знали, поэтому так долго провозились.
И нам осталось открутить сам стартер. Раз, виден болт. Два, вот здесь вот сверху сразу. И три вот там чуть-чуть подальше. Сейчас покажу поближе все. Вот это второй, и он там третий. Эти между двумя болтами держится вот этот вот кронштейнчик со шпильками. Поэтому не забываем потом его установить, когда будем собирать. Сейчас откручиваем стартер, снимаем его. Кто хочет, может сверху те болты открутить. Я попробую все снизу. Откручиваем, демонтируем стартер. Со стартером закончили. Теперь снова переходим вверх, чтобы открутить верхние болты крепления коробки к двигателю и расслабить болты крепления задней опоры коробки передач верхней. В первую очередь сверху нас интересует болт вот этот, который располагается за кулисой, потому что к нему невозможно добраться при помощи удлинителя головки, его только ключом откручивать. Если нет Е18 ключа, используйте обычный накидной ключ 15 мм. Ну а второй болт, ну это уже по желанию, до него можно и снизу добраться. Плюс сейчас открутим тот болт и расслабим 3 болта крепления опоры, чтобы потом нам легче было откручивать. Мы сначала их открутим, потом чуть приопустим и открутим вот эту проставочку, которая также на 3 болтах. Только здесь у нас какие 12 или 14, там 18. Как-то так. Ну, для начала открутим болт крепления коробки к двигателю. Поднимаем автомобиль, упираемся в поддон. Сейчас будем поддомкрачивать чуть-чуть двигатель. Ну, для начала поднимаем автомобиль. Автомобиль снова подняли. Видите, поддомкратил я двигатель с коробкой. Так повезло. Аккуратно поддон лег между выступами рогов стойки. Так что ничего даже не подкладывал, на деревяшку, ничего. Тут у меня все по ребрам. На каждом из рогов лежит поддон, все хорошо. Ни в коем разе не упираемся точечно, потому что легко продавить, сломать поддон. Теперь что? Поддомкратили. Коробка у нас вот здесь вот чуть-чуть ходит. Берем стремяночку, залазим вверх, откручиваем подушку. Сначала 3 болта, и потом тот кронштейнчик. Опору коробки передач сверху раскрутились. Нам тут осталось несколько болтов. И все. Первый болт у нас вот. Он к поддону крепится. Тут, по-моему, Е14 голова. Такой же здесь с противоположной стороны стоит. И 2 болта под головку Е18. Наш верхний, который мы не открутили сверху. Мы его оставим последним. Сейчас отожмем, но полностью укручивать не будем. И вот здесь вот со стороны катализатора еще один, также под головку Е18. Его откручиваем и, в принципе, можем на стойке приопускать двигатель с коробкой и снимать коробку передач.
Ну что, коробочку сняли, сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, видно, что маховик у нас очень сильно болтается, стучит. Давайте снимем сцепление, открутим предварительно. 6 болтов крепления под головку Е10. Снимем корзину, диск. И далее используем торг 160. Ну, собственно, наше сцепление, наш маховик. Маховик действительно очень сильно разбит. Очень большой люфт одной плоскости относительно другой. Вот, если посмотреть, в данном случае это вертикальный люфт. Ну и плюс, конечно, вот так вот все видно, как оно стучало, как не работало так, как надо. Плюс сам диск сцепления. У нас еще, ну, может быть, и походил, он тоже уже изношен почти полностью. И выжимной довольно сильно шуршит. Посмотрим, что у нас по новому комплекту, по новым запчастям. Вот такой люковский комплект у нас. Что внутри? Так, первым делом проверяем диск сцепления, чтобы садился у нас по шлицам, потому что может быть не тот. Бывает два вида коробок, устанавливались 40 и М32, это у нас М32, и они отличаются по количеству зубцов, по диаметру вала. Хорошо, диск у нас тот. Диск устанавливается у нас одной стороной, то есть две стороны у нас видно разные. Здесь написано у нас гидрибазайта. Это значит, этой стороной он будет устанавливаться к коробке. То есть этой вот, естественно, противоположной, он будет устанавливаться на маховик. Дальше сравниваем корзину. Что у нас по корзине? Ну, корзина визуально такая же, никаких вопросов нет. Единственное, можно сравнить по отверстиям, чтобы было по посадочным все точно так же. Ну, по отверстиям также все сходится, отлично. Ну и смотрим, что по маховику. Выжимной поменяем чуть позже. У нас новые болты, крепление маховика. И смотрим маховик. Видно, здесь верхняя часть ровненько с центральной втулкой по высоте. Здесь все отлично, люфтиков нету. Ходит мягенько, одна часть относительно второй. И здесь, посмотрите, вот видите, насколько ниже провалилась внутренняя эта часть. Упала туда. Естественно, это все посторонние звуки, посторонние шумы и дисбаланс. Ну, в принципе, все то же самое. Сейчас пойдем к двигателю. Перед установкой сравним, чтобы было по посадочным все одинаково. И собираем, устанавливаем маховик, устанавливаем сцепление, меняем выжимной подшипник. Болты наживили маховика, все хорошо, поджимаем их. Можно пневмоинструментом поджать не сильно, так слегка.
И после зажимаем их усилием 160 ньютонов на метр. Маховик установили, далее устанавливаем диск и корзину. Не забываем про правильное положение диска относительно маховика. Надписью «Getriebe Seite» мы ставим лицом к нам. Руками наживляем все 6 болтиков, и после нам необходимо будет отцентрировать диск относительно корзины и относительно маховика, чтобы он стоял идеально по центру. Иначе у нас первичный вал коробки не попадет в диск, будут проблемы с установкой коробки. Сейчас покажу, как делать, только предварительно необходимо слегка вообще руками поджать болтики, чтобы у нас диск был немного прижат. Далее просто подходим к корзине и, используя отверточку в качестве рычага, подвигаем диск нам в необходимую нам сторону. Смотрим каждый раз, чтобы у нас как можно ближе к центру диск становился. Изменяем его положение относительно корзины. Я просто через камеру смотрю и так, поэтому чуть-чуть заторможенно получается. Еще можно чуть-чуть. Ну вот так. В принципе, идеал. Практически выставили по центру. Теперь зажимаем болты корзины и перейдем к установке замене выжимного. Ну и теперь нам остался выжимной. Для начала достанем вот здесь стопор и снимем вот эту вот часть, на которую идет трубочка и на которой стоит прокачка у нас. Отлично. Главное стопор не потерять. Видно, что у нас здесь уже крепление так не держалось, оно просто выломалось. Так что тут нам ничего даже соединять не придется. Переходим к колоколу. И у нас здесь 3 болта под торг 130. Раз, два, снизу 3. Откручиваем их. Устанавливаем новый выжимной. Тут чуть другая система, тут уже стопор не снаружи, получается изнутри. Защелкивается легко. Он уже просто нажали и все. И зажимаем 3 болтика. Все установлено, все хорошо. Можем ставить коробку на место. Собираем все, как всегда, в обратной последовательности. Если видео понравилось, было чем-то полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Артик. Пока.
Забираем за собой осколки жизни. Почему-то кто-то плачет, кто-то веселится. Мысли перепутаны, и для чувств нет уже и места. Так нечестно. Все галактики несчастья разбросала по вселенной. День за днем меняется, а верить в чудеса не вредно. Только где-то в глубине души нашей крики, отражение блики. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мечты. Вроде ждут, кого-то греют. Я не верю. И не верится, что дальше ждет досадная случайность. Ведь кому-то хорошо, а кого-то просто душит зависть. А жалеть его, простить обиду, но слез не видно. Закрываемся в себе, а сами лезем в чью-то душу. Отрицательный ответ, конечно, он немного хуже. И неясно, от чего же так приятно. Счастье непонятно. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мечты. Вроде ждут, кого-то греют. Я не верю. Проснется от любви. Чувства упадут на землю, обнажив мечты. Вроде ждут, кого-то греют. Я не верю. Мы забываем про ночь и день. Кругом немая пустота в глазах твоих. Обида вновь, не обижайся. Я не права за спиною. Невесомость и пронзительные взгляды. Никому и ни за что. Будь со мною рядом, не понимаем даже суть, не рассказываем.
же, кто же сделает это может?